История крушения деревянного парохода «Султанша». Судно «Султанша» – деревянный колесный пароход, построенный в Соединенных Штатах Америки на верфи в Цинциннати и был расположен на реке Огайо в 1863 году. Затонул 27 апреля 1865 года на реке Миссисипи, недалеко от Мемфиса, штат Теннесси. Пароход перевозил с юга США освобожденных из плена солдат-северян. В результате катастрофы погибли 1653 человека, более 70 скончались от ран и травм, позже спаслись 741 человек. Это кораблекрушение по числу жертв является самой масштабной катастрофой XIX века и по сей день удерживает печальный рекорд по числу жертв на речном транспорте. В начале второй половины XIX века пароход «Султанша» являлся одним из самых больших судов США, имея длину свыше 79 метров, ширину около 13 метров. Пароход имел 3 палубы. Судно было способно развивать скорость до 23 км в час. Пароход был рассчитан на перевозку до 276 каютных и 400 палубных пассажиров. Экипаж корабля составлял 85 человек. Пароход совершал регулярные рейсы по маршруту Сент-Луис-Новый Орлеан. Во время гражданской войны в ходе боевых действий между аболиционистскими штатами Севера и 11 рабовладельческими штатами Юга большинство кораблей были либо уничтожены, либо повреждены, и поэтому регулярные пассажирские рейсы по реке Миссисипи совершали помимо «Султанши» только 2 судна – «Паулина Кэрролл» и «Оливковая ветвь». Война закончилась, и в апреле 1865 года штаб Улисса Симпсона Гранта принял решение возвратить домой северян, пленников конфедератов. Под командованием капитана Джеймса Касса Мейсона из Сент-Луиса пароход «Султана» покинула Сент-Луис 13 апреля 1865 года и направилась в Новый Орлеан. Утром 15 апреля связались с пароходом в Каире, штат Иллинойс, когда до города дошла информация о том, что президент США Авраам Линкольн был застрелен в Вашингтоне, округ Колумбия. Капитан Мейсон немедленно схватил охапку каирских газет и направился на юг, чтобы распространять новости о гибели президента и что закончилась гражданская война в США. По прибытии в Виксбург, штат Миссисипи, к капитану судна «Султанша» Мейсону подошел капитан Рубен Хэтч, главный квартирмейстер в Виксбурге, с предложением. Тысячи недавно выпустил союз военнопленных, содержавшихся в федеральных лагерях в Кахаба и Андерсонвилле, были доведены до небольшого условно-досрочного освобождения лагеря снаружи Виксбурга и в ожидании освобождения в северных штатах. Правительство США заплатит в долларах США $2,75 на военнослужащего и $8 США на офицера любому капитану парохода, который возьмет группу на север. Зная, что капитан Мейсон нуждался в деньгах, Хэтч предположил, что он может гарантировать Мейсону полную загрузку около 1400 заключенных, если Мейсон согласится дать ему откат. Надеясь заработать на этой сделке много денег, Мейсон быстро согласился на предложение Хэтча. Покинув Виксбург, пароход «Султана» отправилась вниз по реке в Новый Орлеан, продолжая распространять новости об убийстве Линкольна. 21 апреля «Султана» покинула Новый Орлеан с пассажирами, а также небольшим количеством домашнего скота. Кроме того, она несла экипаж 85 человек. Примерно 10 часов к югу от Виксбург, один из 4 котлов «Султанши», возникла утечка. Под пониженным давлением пароход прихрамывал в Виксбург, чтобы отремонтировать котел и забрать обещанный груз заключенных. В Виксбурге для работы с негерметичным котлом был вызван механик. Хотя механик хотел вырезать и заменить разорванный шов, капитан Мейсон знал, что такая работа займет несколько дней и будет стоить ему драгоценного груза заключенных. К тому времени, как ремонт будет завершен, пленных отправят домой на других лодках. Вместо этого Мейсон и его главный инженер Натан Вентринджер убедили механика произвести временный ремонт, отколовав выпуклую плиту котла и заклепав на шов кусок меньшей толщины.
Хотя Хэтч предположил, что капитан Мейсон может получить до 1400 освобожденных заключенных Союза. И произошла путаница с журналами условно-досрочного освобождения на борту Султаны, полагая, что их число меньше 1500 тысяч человек. Хотя дееспособность Султаны составляла всего 376 человек, к тому времени, когда она отступила из Виксбурга в ночь на 24 апреля. Она была сильно переполнена, 1960 человек, освобожденные от заключения, и 22 охранника из 58-го добровольческого полка штата Огайо. На судне также были 70 платных пассажиров и 85 членов экипажа, всего 2137 человек. Многие из заключенных были ослаблены тюремным заболеваниями, но сумели набраться сил в ожидании официального освобождения в лагере для условно-досрочного освобождения. Люди были упакованы во все доступные места, и переполнение было настолько сильным, что в некоторых местах палубы начали скрипеть и провисать, и их приходилось поддерживать тяжелыми деревянными балками. Султана провела 2 дня, путешествуя вверх по реке, борясь с одним из самых сильных весенних наводнений в истории реки. В некоторых местах река выходила из берегов и простиралась на 3 мили шириной. Деревья на берегу реки были почти полностью покрыты, пока только самые верхушки деревьев не были видны над бурлящей мощной водой. 26 апреля Султана остановилась в Хилёне, штат Арканзас, где фотограф Томас Бэнкс сделал снимок сильно переполненного судна. Пароход Султана впоследствии прибыла в Мемфис, штат Теннесси. Около 19 часов ровно команда начала выгрузку 120 тонн сахара из трюма. Около полуночи Султана покинула Мемфис, оставив около 200 человек. Затем она прошла небольшое расстояние вверх по реке, чтобы взять новую партию угля с нескольких угольных барж, а затем примерно в час ночи снова двинулась на север. Около 2 часов ночи 27 апреля 1865 года, когда Султана находилась примерно в 7 милях к северу от Мемфиса, его котлы внезапно взорвались. Сначала взорвался один котел, через долю секунды взорвались еще 2. Громадный взрыв пара вышел из верхней и задней части котлов и устремился вверх под углом 45 градусов, прорываясь через переполненные палубы наверху и полностью разрушая рубку. Пароход Султана превратилась в дрейфующую горящую громадину. Ужасающий взрыв бросил некоторых пассажиров на палубе в воду и разрушил большую часть лодки. Двойные дымовые трубы опрокинулись. Правая борт-дымовая труба назад во взорванную дыру, а левая труба вперед на переполненную переднюю часть людьми верхней палубы. Передняя часть верхней палубы рухнула на среднюю палубу, многие погибли и оказались в ловушке. К счастью, прочные перила вокруг двойных проемов главной лестницы не позволили верхней палубе полностью упасть на среднюю. Люди, расположенные вокруг двойных проемов, быстро пролезли под обломки и спустились по главной лестнице. Дальше назад рушащиеся настилы образовывали откос, ведущий вниз к обнаженным топочным коробам. Обломки дерева загорелись, и оставшаяся надстройка превратилась в ад. Выжившие запаниковали и бросились спасаться в воду, но в своем ослабленном состоянии вскоре у них закончились силы, и они начали цепляться друг за друга. Пока шла борьба за выживание, пароход Бостона, идущий на юг, прибыл примерно в 2 часа 30 минут утра, через полчаса после взрыва, и спас множество выживших. В то же время десятки людей начали проплывать мимо набережной Мемфиса, взывая о помощи. Пока их не заметили экипажи пришвартованных пароходов и военных кораблей США, которые немедленно приступили к спасению выживших. В конце концов, остров Султаны проплыл около 6 миль к западному берегу реки и затонул около 9 часов утра недалеко от города Курган и современный Марион, штат Арканзас. Примерно через 7 часов после взрыва. К спасению присоединились и другие суда, в том числе пароходы Silver Spray, Jenny Lind и Покахонтас. Пассажирам, выжившим после первого взрыва, пришлось рисковать своей жизнью в ледяном весеннем потоке Миссисипи или сгореть вместе с лодкой.
Многие умерли от утопления или переохлаждения. Некоторых выживших сорвали с вершин полупогруженных деревьев на берегу Арканзаса. Тела жертв продолжали находить вниз по реке в течение нескольких месяцев, некоторые даже до Виксбурга. Большинство офицеров, в том числе капитан Мейсон, были среди тех, кто погиб. Точное число погибших неизвестно, хотя самые последние свидетельства указывают на 1168 человек. 19 мая 1865 года, менее чем через месяц после катастрофы, бригадный генерал Уильям Хоффман, генеральный комиссар по делам заключенных, расследовавший катастрофу, сообщил, что общие потери солдат-пассажиров и членов экипажа составило 1238 человек. С тех пор, как Мемфис был захвачен войсками Союза в 1862 году и превращен в город снабжения и восстановления сил, около 760 выживших были отправлены в многочисленные местные больницы с помощью новейшего медицинского оборудования и обученного персонала. Из этой группы в период с 28 апреля по 28 июня погиб всего 31 человек. Официальной причиной катастрофы в Султане была определена неправильная регулировка уровня воды в котлах, усугубленная тем, что судно было сильно перегружено. По мере того, как пароход шел на север по извилистым поворотам реки, она резко кренилась из стороны в сторону. 4 ее котла были соединены между собой и смонтированы рядом, так что если лодка наклонится боком, вода будет вытекать из самого высокого котла. Когда лодка наклоняется в другую сторону, вода, устремляющаяся обратно в пустой котел, попадает в горячие точки и мгновенно превращается в пар, создавая внезапный скачок давления. Этот эффект крена можно было бы свести к минимуму, поддерживая высокий уровень воды в котлах. Официальное расследование показало, что котлы взорвались из-за совокупного воздействия крена, низкого уровня воды и неисправного ремонта, выполненного несколькими днями ранее. В 1888 году житель Сент-Луиса по имени Уильям Стритер утверждал, что его бывший деловой партнер Роберт Лаудин признался в саботаже Султаны, использовав угольную торпеду. Утверждение Лаудина подтверждается тем фактом, что то, что выглядело как часть артиллерийского снаряда, было извлечено из затонувшего корабля. Однако утверждение Лаудина спорно, и большинство ученых поддерживают официальное объяснение. Местоположение взрыва от верхней и задней части котлов и вдали от топок, как правило, указывает на то, что заявление Лаудина о саботаже взорвавшейся угольной торпеды в топке было чистой бравадой. Памятники и исторические мемориалы Султане и ее жертвам были установлены в Мемфисе, штат Теннесси, Манси, Арканзас, Виксбург, штат Миссисипи, Огайо, Теннесси, Мичиган. В 1982 году местная археологическая экспедиция, возглавляемая прокурором Мемфиса Джерри, обнаружила то, что считалось обломками Султаны. Почерневшие деревянные доски, настила и бревна были найдены примерно в 10 метрах, под соевым полем на стороне Арканзаса, примерно 6 километров от Мемфиса. Река Миссисипи несколько раз меняла русло после катастрофы, оставив затонувший корабль под сушей и вдали от сегодняшней реки. Главный канал сейчас течет примерно 3 километра к востоку от положения 1865 года.